Да, это Сюля, тетка Сюлька. Всем привет! Меня зовут Алена, и давайте сегодня с вами сделаем веточки зелени, травку или как хотите ее называйте. Мне просто написали, что можно было сделать растение, похожее на тархун или на розмарин. Я попыталась что-то сделать. Ну и в первую очередь это растение мы будем делать без использования клея. Но пока я работала, на улице шел ливень, и мне так не хотелось убирать звук дождя и грома с видео, вы просто не представляете. Но все же давайте приступать к самой работе. Я взяла кусочек бумаги, он у меня высотой 5 сантиметров. Длина же кусочка может быть разнообразная. Вы уже смотрите, какой длины и ширины вы хотите веточку. Чем больше листиков, тем больше должен быть ваш кусочек. Я на одну такую веточку, по-моему, использовала 3 кусочка. После этого я беру кусочек, складываю его вдвое, для того, чтобы было удобнее и быстрее вырезать наши листики. И начинаю вырезать лепесточки приблизительно до 5 мм шириной. Не нужно их делать слишком толстые, потому что они уже будут смотреться как какое-то другое растение. И так я нарезала много-много кусочков. В итоге, и вот сейчас, пока я записываю звук, на улице опять пошел дождь. Ну и давайте приступать. Я вырезала все лепесточки, а теперь нам нужна проволока. Проволоку я взяла флористическую, она толщиной 0,7 мм. Можно брать любую проволоку. Если у вас проволока дома есть подходящей толщины, берите ее. Это не принципиально. Но я буду использовать тейп-ленту. Скажу сразу, почему не гофрированную бумагу. Приклеивая каждый лепесток по отдельности, мы даем утолщение нашей ножки веточки. Поэтому я использую тейп-ленту. А так как тейп-лента немного на клеевой основе, с помощью ее мы одновременно и закрепляем сами листики на нашей веточке. Если же вы не уверены в своей тейп-ленте или не уверены в том, что вы хотите делать именно таким способом и будете использовать гофрированную бумагу, то вам обязательно придется использовать клей. Иначе ваши лепесточки просто-напросто пооблетают с вашей веточки. Ну и я начинаю собирать всю веточку. Сначала прикручиваю один лепесток и затем понемножечку спускаясь, я каждым слоем закрепляю еще по 2 лепесточка. Снизу я закрепляю приблизительно на 5 мм, чтобы у нас лепесток и хорошо держался, и таким образом я постепенно прикручиваю один лепесток за другим. Так как я не делаю какую-то определенную веточку, мне это получилось просто непонятное растение. Вы можете прикручивать свои лепесточки в любом расположении. Располагайте так, как вам больше нравится. Друг между другом или один за одним. Можете лепесточки сделать только с 2 сторон вашей ножки. Поэтому тут, я думаю, можно много экспериментировать. Прикручиваю столько лепестков, сколько бы мне хотелось видеть в своей веточке. Можно также ее сделать очень длинной или очень короткой.
Прикрутили все лепесточки и обматываю свою ножку до конца тейп-лентой. Ну а веточку можно использовать уже даже в таком состоянии. Я думаю, она тоже будет смотреться в композициях очень интересно. Но я же решила все лепесточки отогнуть. Ну и делаем это очень-очень осторожно. Так как мы не использовали клей, как ни крути, но наш листик, если мы его будем сильно тянуть, может вылезти с веточки и отклеиться. Поэтому аккуратненько я отгибаю каждый лепесточек и тихонечко ногтем провожу по лепестку. В один момент я подумала, может, это можно сделать ножницами, но нет. Мы ножницами можем подоставать наши лепесточки. Таким образом я и загибаю наши лепесточки и придаем форму нашей веточке. Когда я отогнула все свои листики, мне веточка стала похожа на елку. Все хорошенечко, каждый лепесток выгнули, и потом я рукой просто немножко приглаживаю их для того, чтобы они не торчали в разные стороны. И на этом моя веточка готова. Смотрится интересно. Также я думаю, что если эту веточку сделать из лепестков разного цвета, взять, допустим, темно-зеленый, светло-зеленый, какой-нибудь светло-коричневый, будет очень интересное сочетание, и веточка получится более оригинальная. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока!